Майкл, здравствуйте. Ага. Подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили об эмоциях, о впечатлениях, и о том результате, который мы в конечном итоге получаем. А вот как оценивать этот уровень удовлетворенности? Можете ли вы сейчас привести пример какой-нибудь компании, может быть, международный опыт, которая умеет это делать, Да. справляется с этим успешно? А у нас очень хорошее обучение, как разобраться с обратной связью, и мы это называем feedback loops, это создание цикла обратной связи. К сожалению, все бизнесы стараются ориентироваться на один показатель, CSI или NPS или что угодно, да, и они думают, что это один показатель будет ответить все вопросы. К сожалению, есть разные богатства информации, которые можем получить из разных каналов. Допустим, голос клиента. Человек посещал магазин или отделение банка, или салон связи, или что угодно, и они получили СМС, вы довольны, насколько они пишут свои цифры и отправят обратно. Это массовые контактов, можем настроить какой-то индекс, но богатства информации там нету. Есть другие формы обратной связи, которые используем, чтобы получить более глубокие, более богатые информации, но из-за стоимости и готовности клиента инвестировать столько времени с нами, это получается меньше как-то выборка клиентов, которые готовы делать это. И если смотрим эти две экстремы, есть цели, разные показатели между них, которые возможно использовать для разных целей. У нас это сложный вопрос. Дам один маленький пример. Мы строили много лет назад чуть другой методологии, это называется RSS, это Relationship Strength Score, это оценка силы отношений с клиентами. Сложно, но это дает супер богатую информацию. Один из разделов это мы называем трансформационный. И это просто круто, как получается, потому что спрашиваем клиенты на ряд разных вопросов, что вы получаете сегодня и что вы хотели получить в будущем. Дам пример. Да? Если в банковской индустрии говорим, на одной экстрем мой банк предлагает те же самые продукты, как все остальные, я принимаю решение на базе цены. Да? На другой экстрем мой банк понимает мои индивидуальные потребности и кастомизирует решения для моих предпочтений и ценовой категории. И я готов, наверное, платить больше на этот сторону. Да? И спрашиваем людей, что они получают сегодня и что они бы хотели получить в будущем. И выглядит так, что они получают сегодня, идет так, что они бы хотели получить в будущем, это идет так. И всегда есть какой-то диапазон там, это не все, но 20%, 30%, 35% людей, которые говорят, мы готовы платить больше, но хотим больше. Для бизнеса такие вещи удивительные, потому что если кто-то говорит мне, смотри, есть 30% рынок, которые готовы платить больше, и никто не предлагает им это сегодня. Да, вот это рыночный ниш, который должно быть в стратегии какой-то бизнес, да, потому что это потенциал, хотят что-то, готовы платить, и никто не предлагает. Вот это возможность рыночная, которую нужно делать. Тогда можем отдельно, наверное, более подробно. Это у нас целая методология, мы делаем курс 3 дня. Это очень интересная тема сейчас. Спасибо. Спасибо.